Сейчас 3 часа ночи, и мы реально замерзаем. Я здесь не останусь умирать, мне Это волк. Интересно, что за плита? Прям вообще не по себе. Смотрите, могила как ушла. Храм расположен в селе Высокое Киселогорского района Тверской области. Каменная двухэтажная шестипрестольная церковь построена в 1868-1873 годах на средства крестьян Арсения Кононовича Козлова и пожертвования прихожан вместо прежней деревянной однопрестольной Спасской церкви, пришедшей в ветхость. Заложен храм 6 июля 1868 года. На сегодняшний день храм находится в полуразрушенном состоянии, но многое уцелело. Если верить интернету, то восстановление храма реально и работы уже ведутся. Но правда, много ли таких храмов вы видели? Он действительно необыкновенный и в то же время выглядит очень жутко. И знаете что? В этом месте меня не покидало чувство опасности и тревоги. Я посетил много аналогичных храмов, но такое состояние у меня бывает очень редко. Друзья, хочу вас спросить, верите ли вы в совпадение? В данном случае я категорически отказываюсь в это верить. Стоило нам въехать на территорию кладбища, как машина просто проваливается в снежную яму. По пути мы много раз останавливались и бросали машину в разных местах, и ничего не происходило. Но именно в этом месте она решила провалиться и застрять. Помощи ждать не от кого. Бензин на исходе. Повезло, что в подвале церкви мы нашли кирпичи и смогли их подложить под машину. И, конечно, повезло, что в машине есть домкрат. Без этого все могло закончиться совсем по-другому. Я пообещал, что все равно вернусь в это место и сниму его. Приятного просмотра. Друзья, всем привет. С вами канал На Страхе. Новое видео. По вашим просьбам одеваюсь теплее, чтобы не промокать, чтобы не замерзать. В общем, какая ситуация? Расскажу вам. Приехал на один объект, это церковь. Когда-то с Сергеем мы сюда ездили, можете посмотреть как раз это видео. Вообще, ребята, очень плохие дела. Я даже не знаю, как это объяснить. Это просто фильм ужасов наяву, потому что мы приехали... Просто мы ехали, мы даже не планировали заезжать в ту заброшенную церковь, которая там в темноте. Там кладбище, и как мы только вышли из машины и пошли туда смотреть, там начались какие-то стрёмные звуки. Мы решили вернуться назад и сваливать отсюда, так как сейчас 3 часа ночи. Но, ребят, что-то пошло не по плану, машина Антохи перестала слушаться, она пищала, что здесь кто-то сидит на сиденье. И после этого мы застряли, она в мертвую стоит, она не шевелится ни вперед, ни назад. Мы не знаем, как отсюда уехать, и уже очень сильно замерзли. Антоха в шоке. Короче, это сейчас просто уже без приколов. Ситуация реально вышла из-под контроля. У тебя нос как у Деда Мороза, Антон. Минус 30 на улице. Вы поняли, да, ребят? Минус 30. Мы просто, если сейчас не если мы не выберемся, мы просто замерзнем здесь. А бензина осталось там чуть меньше 200 километров. Сейчас решено взять домкрат и поднимать машину домкратом и ставить под нее доски, потому что, как вы видите, наша ненадежная конструкция просто рухнула, и мы закопались еще глубже. Думали, прикалываемся, ребята, вот нет, мы уже реально окоченели здесь. Где у тебя домкратик-то? уже абсолютно все равно, что ты находишься на территории кладбища. Сейчас 3 часа ночи, и мы реально замерзаем. А самый парадокс еще всей ситуации в том, что бензин, у нас его нету почти.
покажешь, когда до конца дойдет. Ага. Вроде зашла. До конца прям? Ну да. Ну, шути, Серег. Антох, у нас второе колесо еще. Да я в курсе. Заебал, а? Я не могу, у меня все окоченело. Подожди, ну, погреться, Антон. На часах 3:51. Антон уже в шоке. Ебал эти приключения, блядь. У него уже носки просто задубели. Чип и Дейл, блядь. Сережка, я здесь не останусь умирать, мне Ты ну, посмотри, тяжело. я весь просто утонул, блядь, весь, блядь. Я сейчас, я раскопаю, зимы не будет, блядь. Понял? Здесь будет, сука, сейчас, блядь. Я не знаю, я под машиной сейчас костер захуярю, реально, чтобы... У меня даже камера лагать начинает, моргает иногда. Да здесь вообще вот эта вот церковь, кому-то здесь явно не понравилось, что мы сейчас пришли и вот так вот нагло, дерзко, блядь, зашли, что-то посмотрели, подумали. И все, начались сразу проблемы. Нас, я так понимаю, как только мы начинали туда идти, нас предупредили, что, блядь, ребята, вот шум пошел, Да-да-да, остановитесь, не надо сюда идти. Нет, мы взяли, пошли. Так мы даже внутрь не зашли. Мы не зашли внутрь, но мы что-то, видимо, какую-то черту перешли. Когда ты сказал, что мы сюда еще вернемся. Я вернусь сюда, слышишь? Ты хоть спали мою машину. Воняет это. Сапоги, они прекрасные. Я думал, твой нос своим пахнет. Это сапоги. Ой. У Антона ешка, а у меня просто нет сети. Вообще нету. 3:52. Приходится что делать? А, так, температура. Вот там вот красная показана. Минус 27. Да, Приходится, сейчас минус 27. приходится копать под машиной, чтобы, блин, мы ее вроде раскачали и доски поставили, и она вроде бы чуть проехала, но мы опять упали в яму, блядь, потому Короче, что все зря. я кривой, и надо заново донкратить машину, поднимать перед, под нее класть доски, и после этого ее толкать. И того уже прошел здесь час. Просто свернул, блядь, посмотреть этот объект прекрасный. Гнида. Причем вроде как, знаешь, дорога-то вот смотри, протоптана, но с сюрпризом. Оказывается, вот эта колея, она заледеневшая, и когда в нее заезжаешь, ты проваливаешься. И вот что, собственно, что с нами и произошло. Мы провалились, и все на этом. Вот кругом дикие животные ходят, и везде все уже шумит. на них насрать стало, реально. Как ты их тюленями называешь? Да, тюлени ходят здесь. Готов? Все безрезультатно. Готов? Стой. Стою. Свет, дай мне. Все, доску разъебало всю. Четыре 55. Наверное, это самое кошмарное, что могло с нами случиться. Уже пальцев не чувствую. Лица тоже. Вот там вот снег. Заледенела нога. Его просто до хрена, да, ноги заледенели. В общем, сейчас у нас 5:35 утра. Мы выбрались.
реально нахуй. То, что у вас на видео, наверное, это вы даже этого не поймете, что мы тут пережили. Мы просто сюда забрели случайно, я наткнулся вот на эту церковь, решил свернуть вот с главной дороги и заехал передом вот сюда. Вот тут как раз видно вот эта вот ямка, и, кстати, даже чьи-то следы. Вот тут вот эта ямка конченая, и мы тут провели, в общем-то, всю ночь с ним, раскапывая машину, пытаясь выбраться. Блин, минус 30, это просто, это было очень тяжело, это было очень такое, на выносливость работа, короче, была. Выкапывали эту машину сумасшедшую. Так. Смотрите. По ходу дела... Это волк. Это волк. И он пошел туда. Жестковато. Машину я вот так оставляю на всякий случай. Да. Реально волк. Собака. Ладно, я надеюсь, что в церковь он не пойдет за мной. Вот, но храм, конечно, меня удивил. Реально, я сказал, что я вернусь и отсниму его, и я перед собой все-таки и перед вами держу слово. Почему я кого-то слышу? Не знаю, глючит, что ли. Так, ладно. Одеваемся потеплее. Тут, конечно, такие сугробы, что, блин, жесть. И вот начинается кладбище. Опять чьи-то следы. И очень даже свежие. Блин, ну это чумовая церковь, если честно, блин. Такая энергетика у нее. Как бы я не хотел все-таки наткнуться, блин, на волчару. Ладно. Тут даже можно идти. Страшновато. Не знаю, как сюда залезть. Да нет.
такой шум, такое эхо отсюда идет. Матрона. Кто-то пытается это все восстановить. Это, походу, дело собаки. Я очень надеюсь, что это собаки. Мир. Тут также есть второй этаж. Блин, честно, почему-то мне прям вообще не по себе, потому что в прошлый раз как будто это место пыталось реально нас убить, блин. И сейчас такое ощущение, будто это продолжается. Потому что по пути сюда я успел уже застрять. Хорошо, там были мужики, которые помогли вытолкнуть машину. Но, блин. Так, ладно. Да. Вот это, видимо, как раз подвал. Сейчас мы туда спустимся. Вот реально не по себе. Что хотите, думаете, но тут чувствуется какая-то опасность. Ну, еще само собой кладбище это. На улице всего лишь минус 7 градусов. И от этого становится легче. Ау! Эхо. Так, все. Здесь начинаешь проваливаться. Да, кто-то пытается восстановить эту церковь. Вот как бы мы чего плохого просто. Машина проехала. Ладно. Пойдем. Ай-яй-яй-яй. Вот отсюда в прошлый раз мы с Серегой вытаскивали кирпичи для того, чтобы подложить под машину. Интересно, что за плита? Ну, смотрите сами, здесь ничего нет. Тогда было просто не до этого. Тогда мы реально просто спасали свою жизнь и вообще никуда не смотрели.
Ну что? Блин, что за звуки-то, а? Прям вообще не по себе. Смотрите, могила как ушла. Уровень снега, конечно, сумасшедший. Что-то блестит, блин. Это не снег. Слушайте, ну то, что там следы волка, и в последнее время участились нападения волков, это реально становится таким опасным приключением. Все. Так, ладно. Друзья, да, я вам просто показал этот объект. Да, мы прошлись просто. Ничего в нем, конечно, такого нет. Все вот здесь в голове. Но остальные факторы, там животные, погода, это, конечно, влияет. Вот. Я не буду терять время на этот объект. Просто вам его показал. Ничего такого не происходит. Я отсюда уезжаю. Попробую по пути сейчас отснять еще объект. Так что, друзья, поддержите это видео. Я просто должен был выполнить эту задачу. Должен был отснять этот объект. Поддержите это видео лайком. Напишите несколько комментариев. Распространяйте видео, друзья. Также вся полезная информация, а именно мой ВК, Инстаграм и ссылка на карту есть в описании, друзья. Можете поддержать канал рублем. Я отсюда еду на следующий объект, буду смотреть. И всем пока.